Всем привет! Сегодня готовим кабачки. Глядя на это фото, вы не скажете, что это сделано из кабачков. Но в этом же весь секрет. Досмотрите ролик до конца, и вы увидите, как же это очень вкусно. Ну а для приготовления в этом рецепте нам понадобится 300 грамм кабачков и 500 грамм куриного мяса. Кабачки нарезаем на вот такие вот большие кольца. Полностью все, что вы для себя заготовили. Повторяюсь, их должно быть 300 грамм. Одну луковицу средних размеров тоже нужно разрезать на 4 части. Полностью все нарезанные кабачки отправляем в глубокую чашу блендера. Сразу же с кабачками нужно будет отправить нарезанную луковицу и 2-3 зубчика чеснока. Таким же образом нам нужно будет подготовить мясо, нарезать его на небольшие куски. Накрываем чашу блендера крышкой и на максимальных оборотах блендера полностью хорошо измельчаем вначале кабачки, лук и чеснок. Измельченные кабачки отправляем в отдельную глубокую тарелку. И только затем в этом же блендере нам нужно будет полностью хорошо измельчить куриное мясо, превратить его в фарш. Смотрите, если у вас дома нету блендера, его может заменить обыкновенная мясорубка. Просто все перемолоть через мелкую решетку. Измельченное мясо отправляем полностью все в ту же тарелку, куда вы отправили измельченные кабачки. Берем ложку и мясо с кабачками нужно немножко перемешать. Дальше в эту тарелку добавляем соль и черный молотый перец по вкусу. Вбиваем одно куриное яйцо и 1 чайную ложку сладкой паприки. Паприка, скорее всего, добавляется для цвета. Дальше не стесняемся и вот так вот просто руками очень хорошо все перемешиваем до однородного состояния. По итогу фарш у вас получится немножко жидким, потому нам сюда нужно добавить 2 столовые ложки панировочных сухарей, либо же 2 столовые ложки манки. Я буду добавлять, как вы видите, панировочные сухари. Сухари в этом фарше мы будем перемешивать уже просто ложкой. И в самом конце в эту же тарелку нам нужно будет добавить 100 грамм натертого твердого сыра на крупной терке. Опять-таки все хорошо перемешать и оставить тарелку примерно на 10-15 минут для того, чтобы сухари хорошо впитали в себе влагу. Сковородку устанавливаем на плиту. Добавляем в нее небольшое количество подсолнечного масла. Огонь под сковородкой должен быть чуть ниже среднего. После того, как масло разогреется, мокрыми руками выделываем небольшие вот такие шарики в виде котлет и укладываем на сковородку для обжарки. Обжаривать с каждой стороны нужно будет примерно по 2-3 минутки. После обжаривания снимаем котлеты в отдельную тарелку. Вам будет казаться, что они будут слишком мягкие, они, так сказать, как будто бы еще не доготовлены. Так и должно быть. Если вы их хорошо прожарите, их можно будет кушать прямо сейчас уже смело. Но я вам предлагаю сделать еще намного вкуснее. В пиалку, либо же в чашку отправляем 1 столовую ложку кетчупа, либо же томатной пасты. 1 столовую ложку сметаны. Сметана любой жирности, какая у вас есть. Сюда же добавляем немножко соли и черного молотого перца по своему вкусу. И примерно где-то 2 столовые ложки обыкновенной простой воды. Затем все очень хорошо перемешиваем до однородного состояния. И вот такой вот очень простой, но в то же время очень вкусный соус-заливка у нас готов. Итак, после того, как вы обжарили все котлеты, у меня их получилось примерно 15 штук, берем любую кастрюльку или же казанок, как в моем случае. Самое главное, чтобы в этой кастрюльке не было пластмассовых крышек или ручек. На дно кастрюльки отправляем небольшое количество соуса и укладываем котлетки слоями. Каждый слой при этом нужно будет перемазывать вот этим соусом. Когда вы отправите все котлетки и весь соус в кастрюлю, накрываем его крышкой и отправляем в разогретую духовку до 200 градусов на 35-40 минут. Через 40 минут достаем нашу кастрюльку из духовки. Такой аромат стоит, что, казалось бы, можно скушать вместе с кастрюлей. Посмотрите, как все аппетитно получилось. Подавать такие кабачковые котлеты можно отдельно, как подавал их я, или же с любым гарниром по вашему усмотрению. На этом сегодняшний ролик подошел к концу. Я же вам рекомендую посмотреть еще одно видео с приготовлением кабачков. А этот ролик, пожалуйста, оценивайте лайком и комментарием. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорой встречи!